Армия требует одного – беспилотники. А ВПК предлагает зачастую вещи, которые очень дорогие, но совсем не так востребованы на фронте, как беспилотники. Украина в этом году произведет 10 миллионов дронов. Здесь 5,5, а там 10. В 2 раза меньше. И вдруг все изменилось. Совершенно понятно, что нужны училища беспилотных систем. И не одно, а десяток. А воссоздаются танковые училища. Привет всем нашим дорогим подписчикам. Вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. А теперь еще и стримим по средам вечером на Твиче. За истекшую неделю произошло много событий, которые свидетельствуют об изменении баланса в этом военном противоборстве между Россией и Украиной. Все это связано с беспилотниками. Ну, например, в Крыму возник топливный кризис. Благодаря этому и власти субъектов Федерации Крыма и Севастополя это признают открыто. Когда начинаешь погружаться в тему, понимаешь, что не о железяке надо говорить, а и о военно-промышленной политике, об оперативном искусстве и много-много еще о чем. То есть проблема многосоставная, сложная, но ключевая. И поэтому, если мы хотим понять, почему возникают кризисные явления на фронте, почему фронт встал, например, на многих участках и так далее, почему такие, в общем, неожиданные, скромные очень результаты мая, которые мы рассматривали. И поэтому мы решили посвятить этому в значительной степени прямо выпуск. Что касается положения на фронте, то за минувшую неделю российские военные, как сообщает Минобороны, заняли населенные пункты Караичное и Бударки в Харьковской области, Тихоновка в ДНР, в Днепропетровской области, это Новоподгородное и Лесное. Надо еще и помнить, что существует, нередко случаи бывают, их, конечно, не так много, как в обратную сторону, но тем не менее существуют случаи, когда населенные пункты переходят в серую зону, опять под действием, значит, предположим, контратак украинских. Вот, но поскольку они не упоминаются, эти случаи, в официальных сообщениях Министерства обороны, мы о них и не сообщаем. Что происходит на Северном фронте, Харьковская, Сумская области? Там продолжается все ровно то же самое, и небольшие продвижения по фронту, там в официальных отчетах там они 700 метров, 800 метров вот до этого доходят ежедневно, да. В общем, выполняют свою роль, выполняют. Почему? Потому что приходят постоянно из источников, которые вообще-то никогда не подводили, на самом деле. Ну, приходит сообщение, что действительно в Купянске идет неуклонное продвижение городской застройки, а самое главное, значительно южнее, там, где Купянск-Узловой. Прямо уже в Купянске-Узловом идут бои, и на севере, вот там, где, ну, в самом городе, в Купянске, бойцов украинских все меньше и меньше, но резко увеличилось прям количество дронов, которые атакуют каждый кирпич, в котором которые у них вызывает подозрение у операторов. Вот каждый кирпич атакует. Буквально прямо на наших глазах идет вот попытка заменить живого человека, значит, аппаратом этим, да, то есть беспилотником. Не очень получается, потому что войска продвигаются и продвигаются. А на юге уже и, да, я сказал, в Купянске-Узловом идут сражения. Это почему? Благодаря тому, что очень многие части переброшены на север, вот про который только что ты спросил. Значит, вот эта проверка теории замены живого человека на железяку, она идет и южнее. То есть в Рай-Александровке идут также точно сражения. И в районе Лимана украинская армия имеет способ, у нее есть способ противодействовать этому по-настоящему, не дронами. Это организация контратак. Вот в районе Лимана несколько контратак. Там есть, например, село Отрадное, которое они просто 2 раза отбивали у российских войск, и оно опять возвращалось. То есть остановить движение противника возможно. Но для этого нужны люди. Для этого нужны бойцы. Не дроны. Что касается Константиновки, то все дальше и дальше, вот даже по сравнению с предыдущей недельной,
обращает на себя внимание видео, сами украинские видео, где удары наносятся вглубь Константиновки уже ближе к северной окраине. Ну, то есть, если украинцы бомбят свой собственный город, северную окраину, значит, на северной окраине российские войска стоят. То есть, эти вот группы инфильтрации, идет накопление их. Они фактически сейчас вот на севере выполняют роль передового дозора. То есть, когда войска, вот эти вот сверхмалые группы, 2-3 человека, когда они выходят уже там на самые северные окраины, их главная задача себя не обнаружить. Да? Это просто разведка, они обнаруживают, пытаются найти места, где находятся пункты управления дронами, показывают их, и их бомбят там и авиацией, вот этими кабами и так далее. Все, и потом только уже туда на это место подтягиваются их товарищи, которые увеличивают плотность. Но Украина вывела операторов дронов в Дружковку. Многие части украинские уже покинули эту самую Константиновку. Уже покинули. То есть они уже перешли в Дружковку. Из Дружковки дрон прилетает бомбить Константиновку для того, чтобы помочь своим бойцам. Но поскольку мы говорили, что приехал Сырский, он дал указания какие-то, это понятно, что биться будут до смерти. Потому что у Сырского мы знаем один лозунг: ни шагу назад. Он в окружении сжигает огромное количество людей, не моргнув глазом, никого не жалеет и так далее, не склонен раньше времени какие-то отводить войска с позиций и так далее. Совершенно точно, если Сырский приехал, за Константиновку будут сражаться, вцепившись зубами. Я вообще не фанат шопинга. Но больше всего меня фрустрирует, когда точно знаю, что хочу купить, но нигде не могу найти нужную модель, размер или цвет. Особенно если это вещь от бренда, который раньше считался базовым, а теперь больше не продается в России. В такие моменты выручает US Mall. Это маркетплейс, через который можно заказать оригинальные товары напрямую из американских магазинов. Здесь как раз есть вся база, которой так не хватает: Levi's, Nike, Uniqlo и еще сотни других брендов, а также косметика и парфюмерия, товары для спорта и многие другие, которые сложно или вообще невозможно купить у нас. А даже если и получится найти, то цены заметно выше, чем на US Mall. Оплатить заказ на маркетплейсе можно картой любого российского банка и уже через пару недель получить его в удобном ПВЗ. По моему промокоду Ширяев26 вам доступна максимальная скидка 26% на все. В открытом доступе таких предложений нет. Скачивайте приложение по QR-коду на экране или переходите по ссылке в описании за выгодными покупками на US Mall. В Днепропетровской области есть речка Волчья, обращаю ваше внимание. Вторая речка Волчья. Есть еще речка Волчья в Харьковской области, Волчанск. А есть еще такая речка в Днепропетровской области. Мы уже говорили, что там одних пунктов Шевченко с реками такое 1600 штук. Вот, и реки тоже одинаковые. Но с реками это редко такое все-таки, чтобы их же не так много. Да, жалко, что не бобровые. Вот. Но, видимо, там волки бегали по берегу реки-то. Вот как она получилась? Почему бобры должны? Бобры мне больше нравятся, чем волки. Они же, наоборот, реки уничтожают. Все равно лучше, чем волки. Не знаю. Волк в цирке, по крайней мере, не выступает. Да. А что, бобры в цирке выступают? Да нет, это такая пацанская цитата. Типа тигр, лев царь зверей, зато волк в цирке не выступает. Да. В общем, вот эта речка из себя представляла в Днепропетровской области такую изогнутую линию разграничения между войсками. Южнее стояла группировка войск Восток, северный ВСУ. Сейчас, вот на этой неделе, группировка Восток, ее части перешли эту речку Волчью, образовали плацдарм на этом берегу и сейчас заняты его расширением, дальнейшим движением. Но все равно все это замысел это единый, а охват группировки, обороняющей Орехов. Со всех сторон, в том числе и с севера. Почему это важно? Михаила Юрьевича Теплинского оставили один на один с его проблемами. Он лично, группировка войск Днепр, отвечает за все оставленные территории. Ему предстоит все это возвращать потом. И все, что случится дальше, если будет отступление, это все на нем.
без всякой помощи, как я понимаю. Но он сумел остановить наступающую украинскую группировку на рубеже Плавни-Степовое. Она проходит через южные кварталы Степногорска. И, в общем, уже вот неделю там все стоит, как бы не движется. Но не закончено украинское контрнаступление. Они все равно пытаются продвигаться, пока безрезультатно, но усилий не остановили. Их осложняется ситуация как раз вот тем, что с востока подступают вот группировка войск «Восток» на Орехов. И если они слишком на юг, то уйдут, и удар будет во фланг. Этому, конечно, в значительной степени заставляет осторожнее продвигаться украинские войска. Надо укреплять фланги при наступлении и так далее. В общем, все это осложняет. Для нас интересный тоже вопрос возникает, важный вот в осмыслении ситуации. А как вообще относиться к многочисленным заявлениям о захвате, не захвате, а проходе этих сверхмалых групп тот или иной населенный пункт? Вот понимаешь, какая штука? На карте как получается? Российская группировка, группы какие-то, зашли в какой-то населенный пункт, его обозначили на карте, а раньше стали вот по такой линии. Вот так. Только раз и 10 километров впереди. И на картах появляется большой кусок, бугор такой, который соединяет этот населенный пункт вместе с этим сразу. То есть предполагается, что они не просто населенный пункт заняли, но и все территории между старой линией фронта и вот этим населенным пунктом. Надо рисовать, вот раз они здесь, надо рисовать вот полностью так. А на самом деле они ничего не контролируют. Они зашли в село и там сидят. И, я имею в виду, ведут боевые действия. А здесь никого нет. И это никакой не контроль. И вот сейчас могу показать ровно так же на примере действий вооруженных сил Украины. Каждый день сквозь группировку войск «Восток», вот разреженную эту линию фронта, не один-два, а буквально несколько десятков человек в составе двоек-троек заходят, проникают в глубину какую-то там тактическую, даже оперативную. Там их выявляют, специальная группа организована по борьбе с этими, как я их называю, прониканты. Вот. По борьбе с ними их уничтожают или берут в плен. В плен, кстати, они тоже сдаются в глубине уже российской территории. Я имею в виду зоны контроля. И это все представлено тоже как вот такое огромное кусище, которое занял, оказывается, вооруженные силы Украины. Сразу умножается квадрат, там сколько километров с севера на юг, с запада на восток. И получается, что заняты десятки километров квадратных. Вот в буквальном смысле слова. И на карте, если здесь кто-то обнаружил, и здесь гигантский кусок вот такой пририсовывается сразу же. Представление о том, какова была статистика занятых территорий, уничтоженных целей в мае минувшем и по сравнению, например, с маем 24-25 годов. А военные и украинцы, российские, называют это активные боевые действия. То есть туда входит даже и перемещение на поле боя, и не только атаки, но и не только атакующие действия, но то, что улучшает ситуацию твоих подразделений. Значит, ситуация такая. Это еще и важно в связи с тем, что мы потом об этом скажем. Зеленский в интервью американскому телевидению объявил, что инициатива находится на стороне Украины. Вот за май это не так. То есть общее количество активных боевых действий в России существенно превышает количество боевых действий Украины. В принципе, ВСУ, да, то есть вооруженные силы России приблизительно в 2 раза больше это делают, но... Просто потому, что они в наступлении. Да, но тенденция к сокращению. Угу. То есть украинцы за май нарастили количество наступательных боевых действий на 28%, а российская армия сократила на 20%. То есть надо уверенно заявить о том, что тебе принадлежит инициатива, ты должен предъявить количество боевых действий, которые больше, чем у противника. Пока нет. Пока это в сторону Российской Федерации все, российских войск и Украина. Вот из-за этой тенденции, где она наращивает свои боевые действия, активные боевые действия, ведет сейчас одно полноценное контрнаступление.
Да. Это против Теплинского на юге, через Степногорск. Ну, на участке километров 30, вот так вот. И продвинулись километров 8-10 километров продвинулись, то есть вот, в зону верного контроля Украины и в серую зону перешло уже километров 300 квадратных на сегодняшний день. И хотя сейчас уже вот все остановилось. И две контратаки, вернее, это контрнаступление и два контрудара у них есть. Это севернее Купянска и в районе Лимана. То есть, вот, два контрудара, одно прям контрнаступление, самое настоящее. Так, слушай, ну ты вот сейчас говоришь, что наступление на Степногорск, оно такое носит явный характер, но, может быть, какие-то другие активности на фронте со стороны ВСУ, они, может, складываются в какую-то картину, которая пока не очень понятна. Ну, твои какие-то теории, версии есть? Ну, мне кажется так. Зеленский собрал все силы, наличные, доступные ему, и останавливает продвижение российских войск по всему фронту, где, ну, вот, кроме тех мест, где он еще вообще контрнаступает, да, он готовится перехватить стратегическую инициативу российской армии. А что ему для этого нужно? Перейти в наступление. Ну, не что ему для этого, он, видимо, собрал резервы, и самое главное, он надеется на то преимущество, которое украинская армия получила на очень многих участках в использовании беспилотников средней дальности, FPV-дронов там, и так далее. Да? То есть, малый воздух, если Украина уже во многих местах выиграла сражение за воздух, да? То есть, есть, как мы говорили сейчас, старинное выражение, у кого воздух, у того и победа. И он готовится перейти в наступление. Вводит до этого немного личного состава, самих бойцов. Кто бы подтверждал. Кто бы делал это наступление, да. Но возможность такая, судя по всему, мне кажется, ему открылась, что он думает так, как, по крайней мере. Этот план, мне кажется, мы можем разглядеть в недавнем, вот на этой неделе, состоявшемся интервью Зеленского американскому телевидению, где он сказал, что Украина владеет инициативой на фронте. Но пока она владеет инициативой, у нас есть возможность, надо с позиции силы усадить Путина. Окно возможностей. Да, окно возможностей. Надо усадить Путина за стол переговоров, используя дипломатические усилия союзников. Ну, вроде как, получается. Мы добились перелома, ну, не перелома, а какой-то, так сказать, вот, владеемой инициативы, вот он, его выражение, да, не мое. А вы, наши союзники, теперь давайте по дипломатической линии начинайте Путина обрабатывать, да, чтобы он, понимая, значит, свое слабое положение, с позиции слабости, сел за стол переговоров. Вот надо его поломать, видимо, Кремль на тот план, который выдвигал Зеленский. То есть стоим там, где стоим, и линия разграничения, и перемирие. Ну, одновременно появилось во многих статьях такой тезис, что теперь отныне время работает на Украину. То есть раньше всегда говорили, время работает на Россию, да. Сколько там ни пройди, что не произойдет, вот как бы Россия воюет и воюет. А теперь на Украине. Странно мне было это слышать, я уж с разных сторон к этому тезису прикладывался, и слева, и справа, и так смотрел, непонятно. Фундаментальные как бы основы, фундаментальные обстоятельства этого конфликта вообще никак не изменились. Территории стран, география, как они между собой соотносятся, мобилизационный ресурс, конечно, разница между экономикой, все вообще никак не изменилось. И вдруг время стало работать на Украину. Почему вдруг время стало работать на Украину? Существует, ну, по моим наблюдениям, 3 главных темы, которые чрезвычайно волнуют украинское общество, украинских политиков, комментаторов и всех, и они от себя это транслируют на Запад, и эти темы обязательно в очень большом количестве обсуждаются в западной прессе. Прямо вот с самого начала своего
Я про себя называю эти темы мечтами. Почему? Потому что в них верят, их постоянно вот обсуждают, и у них у всех, у этих трех тем, одно и то же свойство. Вот еще чуть-чуть, и состоится то, о чем ты мечтаешь. Еще чуть-чуть, и случится. Да. Итак, перечислим. О чем мечтает Зеленский, украинское общество и многие там на Западе. Первое, что вот-вот Россия объявит мобилизацию всеобщую. Не объявит, а прям начнет ее тотальную мобилизацию. Вот-вот, еще чуть-чуть, и все начнет. Об этом говорят и говорят безостановочно. Но вот еще один признак увидели. Вот завтра там. Второе. А какой плюс для Украины? Почему они этого ждут? Ждут внутреннего политического кризиса? Это свидетельство катастрофы, да. Второе. Крах российской экономики и бунты населения. И третье – это нападение России на Европу. Скорое нападение. Нападение России на НАТО. Абсолютно. Вот три этих тейка – это самые главные тейки. Они повторяются не в десятках статей, а в десятках тысяч статей. Вот. И они никуда не уходят из поля, из медийного. Да? Они постоянно там присутствуют. Каждая из этих тем из трех – это надежда. Потерпи немножко, потерпи. Вот сейчас уже рухнет экономика, объявит мобилизацию, Россия нападет на НАТО. Почему Россия, в которой рухнула экономика, нападет на НАТО? Давай немного назад отмотаем. Зеленский утверждает, что инициатива на его стороне. Если не знать каких-то секретных деталей, а просто ориентироваться на то, что в публичном пространстве известно, какие есть у Украины способы достичь своих целей. Рычаги. Вообще, выполним ли этот план? Ну, смотри, людей, конкретно личного состава, конечно, уже совсем не столько, сколько было летом 23-го года, когда они контрнаступ планировали. И тем не менее, главный удар, это совершенно очевидно, наносится на юг, ровно в том же самом направлении, в котором должны были наступать войска летом 23-го года. Вот ровно в это же место. То есть, это демонстрация намерения рассечь российские войска пополам, выйти на берег моря, отрезать группировку Теплинского справа от Крыма и прижать его к границе, ну, не границе, а к линии разграничения по Днепру, да, то есть, окружить. Ну, и, конечно, для этого надо пройти 100 километров. Неподъемная задача, неподъемная, но он же союзникам все-таки продемонстрирует свое намерение и очевидный замысел оперативно. То есть, я только начинаю. Да, я еще не дошел до берега моря Азовского, но я уже начал, я уже движусь, понимаешь? Это, так сказать, такой, заявка. Вот так, скорее. Заявка на успех. Вот. На самом деле, конечно, 100 километров пройти задача просто. Когда я говорю, что Зеленский собрал все силы, действительно, все возможные силы, для того, чтобы этим летом объявить о том, что инициатива пришла в его сторону, контратакует на всех участках, я под этим словом «все силы», понимаешь, когда говорю-то его, я понимаю, что сила-то кончается. Они же не только беспилотники все включают, железяки эти, но и живых людей. А живые люди-то гибнут и гибнут. И вот у этих штурмовых полков Сырского потери очень высокие вот в районе Запорожской области. Штурмовой полк Сырского – это почти дивизия. 5, а иногда бывает с приданными 7 батальонов, а в полку 3 на самом деле. То есть большущие такие соединения, которые прям пехотой набиты и предназначены прям для проламывания штурмового, да, вот таких ударов. Ну, соответственно, и смертность в этих соединениях очень высокая. Они и наполняются людьми, пополняются в приоритетном порядке, и смертность там очень высокая. В прошлом выпуске ты касался Крыма. Говорил о том, что Украина пытается отрезать путь к Крыму через Запорожскую и Херсонскую области. Давай к этому перейдем уже. Наш подписчик, в частности, задает такой вопрос.
Вынос производства дронов за пределы Украины, увеличение дальности их количества, а также скорость нарастания угрозы вызывает накопительный ущерб от несвоевременной обработки таких критических угроз. Может ли это вызвать каскадный отказ и привести к полной деградации и остановке системы? Ну, мудрено немножко сформулировано, но понятно, о чем разговор, что проспали вот, военно-политическое руководство России вот это резкое усиление беспилотной составляющей украинской армии этой зимой, когда она готовилась активно, поступили на вооружение вот эти новые, хотя их раньше уже видели, все, но здесь в больших количествах, беспилотники средней дальности Hornet американские. Их, кстати говоря, делает один из основателей Google, который основал вот эту компанию. Там совершенно другое качество сборки заводской. Это не халтура, это такой вот индустриальный продукт новой эпохи. Стоит этот Hornet не так дорого, там, до $6000. И, конечно, в соотношении со стоимостью тех целей, которые она атакует, ну, несопоставимо. Там, бензовозы, автомобили, там, грузовые, армейские, да, с грузами всевозможными. Ну, боеприпасы. Боеприпасы, да. И заодно все вообще гражданские автомобили на этих дорогах. Возник топливный кризис в Крыму. Это признается. Они продают сейчас по 20 литров на одну машину. Это все реакция. Вот у тебя что-то случилось, ты в шоке и начинаешь быстро-быстро ответные меры какие-то править. Это не было предусмотрено заранее. Вот наш зритель вот это и имеет в виду, что были угрозы, которые надо было предвидеть, а потом они, когда реализовались, вот эти быстрые действия, они не успевают за новыми действиями противника. Понимаешь, то есть у тебя, грубо говоря, стоит ведро, оно наполняется, ты его отчерпываешь, воду оттуда, но наполнение идет быстрее, чем ты успеваешь отчерпать. Вот. Тут все равно переполнится рано или поздно. И тогда происходит обрушение всей системы, он имеет в виду экономики, там вообще всего. Нет, обрушение системы точно не произойдет, это прям вот говорить не о чем. Не забывайте, что Крым снабжается и по Крымскому мосту в том числе, там есть и железнодорожная ветка по Крымскому мосту, есть, конечно, паромы для автомобилей. Они могут быть, не могут быть, а наверняка станут целями ударов украинских беспилотников. Но что произошло? Вот эти беспилотники Middle Strike, они же не Крым отрезают. Это побочное следствие, понимаешь? И эти удары, когда говорят, вот о Синтера там западно насчитали более 200 видео за май месяц попаданий по автомобильным дорогам. Не на этой трассе, на центральной, а на всех дорогах в районе Донецка, там так далее, вот все, что связывает, там от Бердянска на север, который на всех дорогах вместе 200. На самой трассе Новороссия ударов, конечно, не так много. Заранее, конечно же, необходимо было предусмотреть меры. Ну что, это то, что Украина планировала строить и строила в глубине своей обороны в ожидании дальних ударов российской армии по логистике. То есть, представь себе, дорога, часть из нее через определенные промежутки времени накрывается сетками. Всю дорогу нет смысла, да, накрывать. То есть, водители едут и знают, что вот там и там есть защищенный участок. И когда они получают в свои мобильные телефоны предупреждение о дроновой атаке, да, их вся задача быстро достичь этого участка, заехать под сетку. Сетка закрывается с двух сторон, все. Тебе надо переждать. Почему? Потому что дроны эти электрические. А мы с собой уже говорили, что батареи-то они не вечные. Они, в отличие от бензиновых моторов, очень быстро расходуются. Угу. Поэтому дрон он полетал, хлоп, упал. Нанесен удар по автобусу. Значит, сразу скажу, чтобы не было кривотолков. Это военное преступление. Самое настоящее. Автобус Москва-Симферополь проезжал через Янакиево. Темнота, ночь, и по нему был нанесен удар, погибли там люди, все понятно. Но почему оператор выбирает такую цель часто? Что хочет военное преступление совершить. Вот я тебе уверяю, что главная причина не это, не личная его там ненависть там,
гражданам России. У него кончается батарейка. А ему необходимо, ему хочется его использовать хоть как-то. И вдруг он видит автобус и пикирует на это, неважно, там гражданский, не гражданский, но зато дрон не пропал, что называется. Вот такая, да, логика. Ты думаешь? Угу. Не думаю, а знаю по рассказам с фронта, от источников, что это... Нет, ну ты же видишь, что автобус гражданский. Это чувство у оператора, что, батарейка кончается, надо срочно найти, то он прилетает, а цель куда-то ушла. Он летел на конкретную цель, ну, его предупредила разведка. Он приходит, а вдруг ее нет. Я понимаю, это чувство ФОМО, но ты же видишь, что это гражданский автобус. Да, это уже дальше разговор о нравственных качествах самого оператора, о том, что он считает допустимым и недопустимым. С того момента, как он принял решение атаковать автобус, он военный преступник. Но, тем не менее, первоначальный исходный мотив – это батарея, да. Заканчивается батарея. Значит, соответственно, то же самое и вот на этой трассе должны быть через определенные промежутки накрытые участки. Дальше, там, где есть съезды, необходимо оборудовать съезд со стоянкой ночной. Ее должны защищать мобильные огневые группы. Конечно, оповещение, оно, собственно, сейчас налаживается, много более совершенно система оповещения, которая завязана на противовоздушную оборону огромного участка, который сейчас разбит на кусочки различных, так сказать, там командований, которые зачастую друг с другом сейчас. Все это должно быть завязано, и оно будет в ближайшее время завязано в единую систему. Вот этого ничего. Да, и, конечно, перераспределены должны быть места в очереди, кто на паром заезжает, на какая машина, сразу же заранее, да, то есть должна быть команда готова, которая дает приоритет бензовозам. И, конечно же, бензовозы не должны стоять, так как сейчас показали, прямо на берегу, один с другим рядом, создавая страшную опасность. Достаточно дрону попасть в один бензовоз, и они начнут друг от друга загораться, и все, заполыхает вот вся эта стоянка. В данный момент Украина говорит, нанесли удар специально по стоянке автомобилей на границе Луганской области и исторической части России. То есть на границе между, там, где раньше между Россией и Украиной граница проходила, Луганская область, вообще черти где, нанесли удар по автомобилям. Какие-то там загорелись из них, после чего последовало объявление. Украина контролирует всю Луганскую область. Представляешь, вот один удар, а теперь оказывается, и это заявляют министры. Очень, это гибридная операция, очень важна информационная поддержка. Угу. Эта кампания, вот, паралич, которую они пытаются достичь на этой дороге, достигается достаточно скромными целями. Я уже сказал, что не такое количество ударов, как они описывают, совсем не такое. Через дорогу в сутки проходят сотни автомобилей. А как за май 60 попаданий только на самом большом участке. Всего лишь. А там сотни в день проходят. Значит, нет контроля-то. Что такое контроль? Ормузский пролив. Угу. Иран сидит, вот ты идешь, ты мне деньги заплатил. Вот это настоящий контроль. И американцы ничего сделать не могут с этим. А то, что украинцы называют контролем, это на самом деле имитация контроля. Но эта имитация создает страх. И вот уже водители бензовозов не хотят ехать. Большая вероятность, что тебя подожгут. И вот уже создается ситуация, когда люди бегут заранее закупить как можно больше бензина. Создается дефицит, фактически искусственный, да? Ну, как, подогреваемый вот такими вот заявлениями. Как, например, размещение объявлений в Авито о продаже бензина в Крыму. Стоимость 300 рублей за литр. Не 60-70, а 300 рублей. И все считают, на Авито продают по 300 рублей. А это украинцы размещают просто фиктивные объявления. Ты сейчас на него согласен, хочу купить. Ну, пойди купи. Вообще, любой автолюбитель, который вот бензином машину свою, он хоть раз пробовал на Авито бензин купить. Сама процедура-то какая? Да. Да, вот именно. По электронной почте пришлют. Да, по электронной почте пришлют. Вот. Но, тем не менее, действует. И это очень-очень важная часть. Тогда создается испуг. И
страховые компании отказываются страховать эти бензовозы и так далее. Все. Понятно, что заранее надо было предусмотреть, что эти рисковые рейсы должны совершать люди на контракте, необыкновенные гражданские водители, а те, у которых, так сказать, планида такая, ребята военные, да, вот, они должны вести эти караваны. И много еще других пунктов, которые не были выполнены заранее, не были предусмотрены. Вот так скажем. Сейчас они быстро, срочно выполняются. Ну, посмотрим, как все будет, потому что все-таки на этой дороге, на этой трассе движение не остановилось. В прошлом выпуске мы обсуждали материал «Коммерсанта» о том, что могут измениться обстоятельства страховых выплат предприятиям, которые пострадали, в частности, от прилетов дронов. А вот сейчас другой материал от РБК, в котором говорится, что на самом деле уже как бы проработан механизм, он такой как бы нормативный скорее, да? Механизм, который регулирует вопросы закупок ПВО частными предприятиями. Значит, они отключают страховые покрытия. Ты должен сам защищаться. Да. Значит, ты на свои деньги закупаешь какое-то вооружение на основе консультации, которую получил, там, получает деньги производитель. Тут у кого ты покупаешь оружие. Значит, что разрешается закупать? Крупнокалиберные пулеметы, малокалиберную артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, приборы, турели, которые вращаются, радиолокаторы, которые видят эти дроны и так далее. В общем, большой список. Ракет там, по-моему, нет. Ты это оплачиваешь, покупаешь какую-то партию для своих нужд и передаешь это на баланс некой воинской части. Это не твое. А, вот сразу же вопрос, да, кто отвечает за такое? Да, это же военные отвечают, военные. А они в ответ снабжают этим оружием, передают его, значит, тебе резервистов, барс, которые умеют с этим оружием обращаться, там, стрелять, на полигонах обучаются и так далее. Внештатные сотрудники. Вроде ты как не при делах, если что-то случится. Все-таки военный, главный держатель на балансе этого оружия. Само оружие, оно разнообразное. Если ты частник, то ты заинтересован дешевле купить, но максимально эффективное оружие. Да? Ну, допустим, пулеметы. Вот есть китайские пулеметы, значит, еще с вращающимся блоком стволов какого-то минигана Шварценеггера. Да, когда-то в прошлом называлось пулеметы Гатлинга. Есть китайские пулеметы под еще российские, царской России, классические или советские, винт-патрон. То есть, в принципе, у тебя боеприпасы свои, все, вопросов нет, понимаешь? Которые производятся по китайской лицензии в каких-то совершенно богом забытых странах развивающихся, которые стоят, совсем дешево, недорого. А по техническим характеристикам они тебя устраивают вполне. И выясняется, что ты на внешних рынках много чего можешь купить намного дешевле, чем тебе... Вот что будет? Тебе скажут, так, иди сюда, за свои деньги покупай только у нас. Или тебе открыты, так сказать, все рынки, ты можешь идти и покупать у китайцев. Это очень серьезная вещь. Насколько бизнес начнут наклонять. Да, но дело в том, что вот эти военные барсы, допустим, да. Они натренированы управляться российской техникой. Я тебя умоляю, они легко научатся любой технике. Любой абсолютно легко. Украинцы, у них вообще зоопарк со всего мира. Так их и тренируют постоянно. Вот так это нужно, значит, тренировать, чтобы покупать китайское оружие? Правильная мысль. Для того, чтобы вообще стрелять, нужно бесконечно тренироваться на полигонах. И это оплачивать должен частник, потому что расход патронов... Вот в том-то и дело, поэтому и не будет никто разрешать покупать иностранное оружие. Посмотрим. Но это серьезная вещь, ведь еще дальше хуже может произойти. Они создали эти мобильные огневые группы, посадили их на специальные машины, поставили на турелях пулеметы, снабдили их радиолокаторами ближнего обзора, да, там все наладили и так далее. И вдруг какой-то военный говорит, так, это же воинская часть. Это же не Лукойлу принадлежит. И не Газпромнефти. Это воинская часть. Я приказываю на фронт. Их заберут и, предположим, куда-нибудь там в Донецкую область. И что?
Вот насколько частнику разрешат не просто финансировать, покупать оружие, но еще и гарантируют, что это все останется при нем. Сейчас еще и говорим. Знаете, конкретный пример вот прямо сейчас происходит. Идет Санкт-Петербургский экономический форум. И в первый же день ВСУ решили, так сказать, напомнить России, что все в зоне их доступа, да, никто не защищен, и гостям, самое главное, Санкт-Петербургского форума надо показать, что вот Санкт-Петербург – это город, где мы распоряжаемся, так сказать, там, вопросами войны и мира. Налет, массированный налет со стороны Финского залива на очень низкой высоте, так, чтобы радары их как можно дальше не видели, да, проходят эти беспилотники. И мы видим видео, как одинокий боец из короткоствольного автомата пытается с очень большой дистанции попасть в этот дрон. Да? На самом деле там уже должны были стоять вот эти вот МОГи, которые сейчас только будут организовываться по этой процедуре, которую мы только что обсуждали. То есть что? Запоздание года на 2 на самом деле со всеми этими действиями. Катастрофическое запоздание. Ну уж, коль получилось, сейчас необходимо следить, чтобы осенью их было очень-очень много. Почему? Идет соревнование между Украиной и Россией о том, кто быстрее адаптируется, кто быстрее изменит свою тактику и военно-промышленную политику. Украинцы демонстрируют очень большую скорость. Там все разруха сплошная. Там очень трудно. Предприятия практически, которые вот, полного цикла их нет. Одна сборка сплошная. В этих условиях, когда они еще целиком зависят от иностранного финансирования, все, что они себе, вот, ну, на что могут опереться, на свои мозги, на скорость работы, на квалификацию и на современные методы управления. С 1 января продукция российского авиапрома выросла на 78%. Ну, вроде бы очень много. А за май, если не ошибаюсь, год к году 117% роста. Это очень много. Почему? Ну, туда попали беспилотники. То есть в продукцию авиапромышленности вставили производство беспилотников. Вот поэтому такое. Вроде бы много. И вот выступил Мантуров, наш министр, и сказал, что Россия может производить в сутки 15 тысяч беспилотников. Это прозвучало. Все это услышали, как бы, и вот, да, доказательства, так сказать, успехов, все остальное. На самом деле, это констатация двукратного отставания от Украины. Двукратного. Потому что мы умножаем 15 тысяч на 365 дней в году и получаем, что в год 5,5 миллионов. Но по всем вот свидетельствам западных специалистов и высказываниям, собственно говоря, украинских официальных лиц, министров в том числе, Украина в этом году произведет 10 миллионов дронов. Здесь 5,5, а там 10. В 2 раза меньше. Ну, можем ли мы верить украинцам, которые говорят, что мы 10 миллионов производим? Можем. А знаешь почему? Потому что у них за границей еще не делаются. Во-первых, за границей делаются, правильно совершенно. Это просто сборка. Это просто сборка. Но сборочных мощностей столько создано, что они насытили свой фронт беспилотниками. И у них очень большое желание заработать на этом. То есть продать излишки за границу. Они не только для своей армии, но постоянно Зеленский ездит, и все министры обороны своих обрабатывают визави в разговорах, что купите у нас дроны, купите у нас. Мы вам продадим, украинские. Вот не сборка там вот где-то вот на территории Чехии там, или Польши, Румынии, а прямо здесь соберем на Украине. Сколько вам надо, чтобы... Ни одна страна, если у нее армия нуждается в дронах срочно-срочно, не станет за границу их продавать. Если они хотят их туда продавать, значит, здесь закрыто продавать. И вот если мы основываемся на заявлениях официальных лиц, да, министров 2, то получается, Россия в 2 раза меньше производит дронов, чем необходимо. И все эти цифры, проценты и так далее, недостаточные. Оказывается, производство-то надо было в разы увеличивать, а не на проценты. Вот конкретный пример. Мишустин подписал указ
о создании Челябинского высшего танкового училища военного. Оно и раньше существовало, его за ненадобностью закрыли, и сейчас он воссоздается. Какие танки? Да. Это реализация старых планов. Когда-то это считалось план возрождения российской армии, так сказать, его на новый уровень он выходит больше. И вдруг все изменилось. Совершенно понятно, что нужны училища беспилотных систем. И не одно, а десяток. А воссоздаются танковые училища. На эти деньги можно много чего другого сделать, потому что каждый год это училище будет отнимать из бюджета на свое содержание очень большие деньги. При том, что в России существует Казанское танковое училище. Уже есть. И в него недобор. Какие бы военные специальности молодые офицеры предпочли выбрать, если поступает парень? Ну, конечно, всегда перспективные выбирают. Но, конечно же, не танковые, конечно же, в беспилотники захотят идти. Это топ, понимаешь, там тебе и программирование, и электроника, и совершенно новая тактика. Все это на стыке родов войск. Это вот такой швейцарский нож. И да, в вот, целом... точно. Да. Мультитул, да? Вот да, это мультитул. Все. И тут вдруг танкоучилище. Объявляется, что... новость пришла. Новая партия модернизированных БМП-2 передана в войска с новой башней, автоматическая пушка, там все. Ну, хорошо. БМП-2 – это большие деньги съела эта партия, все остальное. А насколько она на фронте-то востребована? Ведь мы же знаем, армия требует одного – беспилотники, 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 дайте нам. А ВПК предлагает зачастую вещи, которые очень дорогие, но совсем не так востребованы на фронте, как беспилотники. Посмотри, как поступили на Украине. Они открыли, туда пришла молодая генерация менеджеров, гражданских менеджеров, Министерство обороны, большой, так сказать, то есть большая команда во главе с новым министром обороны, которые запустили там маркетплейс для продажи дронов. Значит, и командиры соединений, обладая правом, они не могут эти деньги украсть, да, они могут только вот на маркетплейсе галочки поставить, что на эти деньги закупить. Могут выбирать. И это будет главным объективным показателем, что востребовано, потому Конечно. что ты будешь... По соотношению цена-качество. Ты уже там не впаришь уже. Вот ты пришел в Министерство обороны, чемодан денег занес какому-нибудь генералу. Будет вот отчетность всем видно. Конечно, и ты говоришь, что вот у меня, только у меня. Ну вот по такой цене покупать. Уже не получится. Но посмотри, что происходит в мире. Вдруг выходит новость. Financial Times пишет, что в Соединенных Штатах организуется платформа для торговли беспилотниками для американской армии и всех зарубежных заказчиков по типу платформы торговой Amazon. Ровно, это копия украинского, они чуть-чуть только опоздали. Но, в общем, США начали делать то же самое, что украинцы. Все, это тенденция. Ну, или скорее просто Америка порекомендовала это Украине, просто Америка... На украинцах попробовала? Да, и у нее такая сложная машина ВПК, что так это быстро привести в исполнение невозможно, как на Украине. Да, а теперь вот они это затеяли. То есть, самая большая, самая богатая страна мира, тем не менее, строит свой маркетплейс для закупки вооружений. И это дает невероятные возможности молодым, небольшим коллективам, фирмам. То, что у нас в России сложилось, между прочим. Но вот пример хороший действительно того, когда государство дает больше рычагов, отпускает вожжи и дает больше свободы бизнесу. Организует рынок. Она лишь как бы не мешает, меньше мешает, скажем так. Меньше мешает. В России армию спасли бизнесмены, малый и средний бизнес. Когда вдруг стало понятно, что происходит революция и надо делать беспилотники, традиционный ВПК ничего не смог противопоставить. И вдруг по всей стране
понеслась эта сборка, вот эти вот, потом они стали укрупняться, там, большими партиями уже производить, так сказать, забогатели. Там, это вот тот самый вот, Путин его назвал народный ВПК. На самом деле это просто бизнес, оборонка, частная оборонка. Такая же, как на Украине, но она не имеет такой площадки, где она может оперировать, вот, как на Украине, да, сейчас. То есть, все равно она какими-то странными, бюрократическими, традиционными ходами должна ходить, смотреть, с кем дружить, какими чиновниками договариваться, чтобы у него закупали. В общем, разные взгляды. Да, не то, что разные взгляды, среды разные просто. Да. Среды разные. Все ли так безнадежно вот, у нынешнего кабинета России? Нет, есть огромный ВПК, который можно реформировать. Все, что делает... Все, грубо говоря, есть. Все есть. Ну, как всегда у нас. Все есть. Меры, которые приняли в Киеве, это не финансовые меры. Они денег-то не требуют, перестройка работы. Совсем это... Бесплатно. Запустить сайт, грубо говоря. Да, ну, да. это не бесплатно. Ну, практически бесплатно все это, понимаешь? Это просто надо проявить волю. Вот Уралвагонзавод производит танки. Они на фронте сейчас не очень востребованы. Их распределяют там по дивизиям и так далее. А стреляют они с закрытых позиций, как самоходные артиллерийские установки. В общем, довольно далеко от фронта держатся. Мы это все понимаем. А фронт просто кричит: беспилотники, дайте нам беспилотники, еще. А их нет. Уралвагонзавод производит в том числе трамваи. Современный трамвай гораздо более сложная машина, чем любой беспилотник, который летит в Россию или из России. Да? Вот любой. Это электротехника, электроника, это сварка, это сложное, реально сложное производство. Я имею в виду специалисты, которые могут с этим обращаться, они есть. Очень хорошие специалисты, замечательные. Это означает, что Уралвагонзавод вот это свои линии вполне могут перепрофилировать временно. Или рядом поставить еще какой-то временный цех и туда перенести этих людей, перевести, которые делают бронетехнику, чтобы делали быстро, на как можно больше беспилотников. Так эти люди занимаются тем, что они строят танки. Они не умеют собирать... А если их переобучить, они вообще бесполезны? Да? Нет, ничего не смогут. конечно. Конечно смогут. Конечно смогут. Вот это просто такое, очевидный совершенно пример. На самом деле резервов в России очень много, чтобы все перестроить. Вот примерно так все это у меня в голове сложилось. Поэтому Россия, ее руководство, все остальные должны сейчас в этой сложной ситуации, которая именно этой весной сложилась, это преимущество, где Украина на корпус на целый вырвалась вот в части беспилотников вперед, доказать, что они могут все организовать не хуже, преобразовать и догнать хотя бы, не передать, хотя бы догнать. Конечно, дроны – это оружие не просто номер один, а главное оружие этой специальной военной операции. И все же, все, о чем мы сейчас говорили, вовсе не означает, что ВСУ какое-то получили там тотальное преимущество, потому что есть земля, есть пехота. То есть, есть малое небо, есть пехота, есть авиационные бомбы, артиллерия и много-много чего еще, составляющих военного искусства. Вот, поэтому все будет зависеть от ближайших 3 месяцев, от реакции военно-политического организма России. Прощаемся. Да. На этом у нас все. Такой моновыпуск действительно получился. Спасибо, что посмотрели. И не забывайте, что мы приглашаем вас теперь по средам навестить нас на Твиче. Ставьте лайки, а лучше всего подпишитесь на наш канал на YouTube. Да. Всем пока. До свидания.